Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы изучим работу ног, как выбрать игровую стойку, какие бывают перемещения и зачем они нужны. Смотрите в этом видеоролике. Меня зовут Иван Толмачев, и это канал о настольном теннисе. Здесь вы можете найти ответы на многие вопросы, которые появляются на вашем спортивном пути. Прежде чем продолжить просмотр, поставьте лайк и колокольчик. Мы начинаем. Ноги – это, пожалуй, самая главная беда в жизни теннисиста и тем более любителя. У начинающих больше половины ошибок в игре возникает из-за неправильного выхода на мяч, недостаточного переноса веса тела, либо вообще его отсутствия. В теннисе есть две поговорки, которые отражают важность работы ног. Первая – играют ногами, побеждают головой. И вторая – ноги – это хлеб теннисиста. То есть, если у вас отсутствует работа ног, то вы частый клиент поражений. И нам с вами, конечно, не надо с этим мириться. Для начала разберемся, какие бывают стойки и в чем их отличие. Стойка – это наша стартовая позиция при приеме подачи, где мы занимаем положение перед началом розыгрыша и непосредственно в самих ударах. Правильная позиция и расположение гарантируют качественное выполнение удара или возможность своевременно среагировать на приходящий мяч. Стойка может быть нейтральной, где ноги находятся параллельно и вес тела распределен на обе ноги. Левосторонней, когда правая нога впереди, а левая сзади. И правосторонней, когда левая нога впереди, а правая сзади. Также каждая из этих стоек может быть высокой, средней и низкой. И по расположению центра тяжести они делятся на полной стопе, на носках и незначительном переносе веса тела на носки, где чуть отрывается пятка от пола. Итак, начнем вначале с высоты, так как она имеет практическое значение в каждой конкретной ситуации и может меняться. Низкая стойка, она используется чаще, когда мы стоим на приеме подачи, чтобы четко распознать контакт мяча и ракетки, а также по самому мячу определить вращение. Также в низкой стойке выполняются удары по низким резаным мячам или вылетающим, чтобы был четкий визуальный контроль. Высокие требования к физической подготовке, так как долго в этой стойке вы не удержитесь. Средняя стойка является основной в игре. Все удары выполняются в этой позиции, так как она более компактная и из нее легче переключаться на высокие или низкие мячи. Если вы будете постоянно сидеть в низкой, то свечу вы сможете ударить только на уровне глаз и вложить меньше ударной мощи, плюс тяжело перемещаться. В высокой вы будете наоборот мазать по низким мячам и дергать все одной рукой. Оптимальной является средняя стойка, где ноги согнуты под углом 45 градусов, что позволяет быстрый переход между стойками, а также быстрее передвигаться по площадке. Затем не стоит забывать про ширину стойки. В узкой стойке в основном играют любители, которые просто пришли поиграть для удовольствия первый раз. И часто они играют, ноги почти вместе и на прямых ногах. Широкая стойка чаще выполняется либо высокими спортсменами, чей рост больше 170 см, для того, чтобы оказаться пониже. Плюс в ней играют все профессионалы практически, которые играют ближе к столу, чтобы быть в низкой позиции и быстро реагировать на мячи. Данная стойка позволяет играть остро и на опережение. Средняя стойка, в которой играют все, она самая удобная и не требуется такой уровень подготовки, как при широкой. Вы можете быстро двигаться и своевременно быть в позиции. Также не забываем, где находится общий центр тяжести, по-простому вес тела. Обычно начинающие любители стоят на всей стопе, что не позволяет им быстро смещаться, они стоят как вкопанные. Вторая крайность – это стоять на носках. Теннисисты прыгают как балерины и очень неустойчивы при ударе. На одних носках очень тяжело стоять, и это должен быть высокий уровень подготовки. Ну и самое оптимальное по балансу и мобильности в игре — стойка с неполным переносом на носки. Ваш вес тела на передней части стопы и пятка чуть отрывается от пола. В этом положении легче сдвинуться с места, не теряя при этом равновесия. Теперь переходим к самим стойкам. Начнем с нейтральной. Нейтральная стойка. Ноги параллельно, но носки расположены на одной линии. Вес тела распределен на обе ноги, корпус наклонен вперед, плечи смотрят вперед. Стоим на передней части стопы. Эта стойка используется для начала розыгрыша или переключения между ударами. Нейтральная стойка — это ожидательная позиция, но в последнее время она также используется и для активной игры слева, чтобы сократить время перехода между ударами справа и слева, так как скорость игры возрастает с каждым поколением. Правосторонняя стойка. Левая нога впереди, правая сзади, вес тела на правой ноге, правое плечо, локоть и колено на одной линии. Данная стойка используется для ударов справа.
Левосторонняя стойка. Правая нога впереди, левая сзади. Вес тела на левой ноге, корпус немного развернут. В современном теннисе используется в основном только защитниками для выполнения подрезки слева, либо нападающими для завершающего удара слева, когда позволяет время и ситуация для его выполнения. Сейчас мы разберем виды перемещений и постараемся понять, где и как какой используется и почему так важно это знать. Галина Васильевна Барчукова, доктор педагогических наук, регалии можете почитать в интернете, в своей книге «Теория и методики настольного тенниса» выделяет следующие виды перемещений: бесшажные, шаги, прыжки и рывки. Разберем каждый вид по отдельности и определимся, в какой момент каждый из них работает. Это все нам необходимо для понимания следующих роликов, которые выйдут на этом канале. Бесшажные перемещения. Данные перемещения делятся на 3 вида. Первое – без переноса веса. То есть это просто вытянуть руку на мяч. У начинающих так начинается обучение. Они стоят на месте и просто стараются попасть по мячу. В игровой ситуации так выполняется блок, если игрок сыграл прямо в ракетку. Второе – незначительный перенос. Здесь наш центр тяжести немного плавает с ноги на ногу. Например, если мы стоим на блоке слева и игрок немного разбрасывает мяч, мы можем спокойно перекатываться с ноги на ноги, не отрывая их от пола. Еще очень часто вижу, так играют любители с резками на столе. Встают в центр и справа-слева играют, не смещаясь. Третье – это полный перенос. Это когда вес тела переносится в одну ногу, чтобы выполнить удар, и затем переносится на вторую. Допустим, выполнение наката справа, топ-спина с точки, а также отчетливо видно перенос веса тела при топ-спине справа по нижнему вращению. Игрок глубоко садится в правую ногу и потом из нее выталкивается, перенося вес тела в левую ногу. С этих перемещений все начинается, и любое другое комбинируется с любым из этих видов. Теперь переходим к шагам. Здесь тоже не все так просто. К шагам относятся следующие перемещения: одношажный, выпад и переступание, приставной шаг, всем нам известный, и скрестный, передний и задний. Переступание – это небольшие шаги на месте. Обычно используются для калибровки ударной позиции. Переступание используют чаще для поворота в какую-то из стоек, либо также ее корректировки. Допустим, мы стоим в центре стола и мяч летит незначительно правее нас. И так как мы находимся в нейтральной стойке, мы должны сменить ее на правостороннюю. Для этого просто делаем шаг назад, и мы в правосторонней стойке, готовые к удару. Также в самой стойке тоже используется переступание. Допустим, мы играем по диагонали справа и нам надо сыграть по прямой. Для этого надо чуть развернуться, мы делаем шаг назад и наш корпус разворачивается в необходимую позицию для удара по прямой. Если мы просто выполняем удары, мы переступаем на месте, чтобы не прилипали ноги. Еще переступание используется в варианте азиатского топ-спина. Я это называю дошагиванием. Во время удара вы выполняете шаг на мяч, что добавляет ударной мощи в удар. Если вам интересен этот момент, пишите в комментариях. Теперь разберем выпад. Выпад – это широкий шаг в сторону, где у нас сгибается нога сильнее обычного. Выпад в сторону часто используется игроками защитного стиля, так как им необходимо быстро сыграть по резкому переводу из стороны в сторону. А так он используется для приема коротких подач. Выпад на короткий мяч вправо выполняется одноименной ногой, то есть правой. Также право играются косые мячи под право. Вы делаете глубокий выпад в сторону, чтобы вернуть мяч на стол. Выпад лево играется по косым мячам влево, а также по косым коротким влево, так как если вы пойдете к сетке на этот мяч, как привыкли правой, то просто не сможете вернуться быстро в игровую позицию, если мяч пойдет косо вправо. И наши любимые приставные шаги. Приставные шаги используются для перемещения вправо-влево, чтобы занять необходимую игровую позицию. Чистый приставной шаг используется на начальном уровне, чтобы мы поняли, какая нога начинает первое движение. Если мы смещаемся в левую сторону до удара справа, то вначале подводится правая нога и на нее переносится вес тела, и затем уходит лево и становится на необходимом для нас расстоянии для удара. В правую сторону наоборот. Вначале подтягивается левая, затем встает правая и на нее переносится вес тела. При перемещении под удар слева ноги работают точно так же, только вес тела всегда концентрируется в левой ноге. Теперь посмотрим, как это выглядит на БКМ.
Затем эти перемещения становятся уже ближе к приставным прыжкам. То есть, когда мы поняли, как должны работать ноги, мы уже не подводим ногу к ноге, а из игровой стойки сразу перепрыгиваем в игровую стойку. Смотрите, как это выглядит на упражнении. Право-центр. Ноги сохраняют свое расстояние во время удара и лишь незначительно смещаются в сторону во время самого перемещения. Теперь переходим к скрестному шагу. На удивление, многие о нем не знают или не понимают, зачем он нужен в игре, а он ой как помогает при глубоких перемещениях. Например, из центра или левого угла быстро встать на удар справа с захода, или как из левого угла быстро оказаться в правом. Скрестный шаг в основном используется для ударов справа, так как позволяет быстро оказаться в ударной позиции с сильной стороны. Скрестный шаг вправо выполняется левой ногой, она встает впереди за правую, затем встает правая нога в стойку. В левую сторону наоборот, правая нога делает шаг в сторону за левую, затем отводится лево, и мы снова в стойке. Такое перемещение эффективно, когда у нас нет времени сместиться приставным шагом. Допустим, мы ударили из захода и нам надо успеть на мяч в правый угол. Мы делаем шаг левой, затем право, и мы в позиции для продолжения. Поздравляю, дорогие зрители! Теперь вы знаете о базовых перемещениях. Прыжки и рывки я не буду раскрывать в этом ролике, они у вас будут получаться интуитивно, можете мне поверить. Данные перемещения можно комбинировать между собой и доводить до идеала. В следующих роликах мы начнем изучать технику перемещений, а также совершенствовать быстроту перемещений с помощью упражнений за столом и специальной физической подготовки. На этом наш ролик заканчивается. Если вам оказалось полезным это видео, ставьте лайк, ставьте колокольчик и подписывайтесь на наш канал. С вами был Иван Толмачев. До встречи!